Всех приветствую на своем канале. Сегодня обзор посвящается модели игрушки в масштабе 1.24 производственного объединения Norma, город Таллин, а именно спортивному болиду Estonia 20. Данные модели выпускались там с конца 70-х по начало 90-х годов. Прототипом данной модели являлся реальный советский гоночный автомобиль Estonia 20, который выпускался на Таллинском опытном авторемонтном заводе в первой половине 80-х годов. Ее выпуск был приурочен к Олимпиаде 80 в СССР. В конструкцию Estonia 20 изначально были введены передние и задние антикрылья с возможностью настройки угла атаки. Подвеска всех колес независимая, пружинная, тормоза дисковые, задние вынесены в главной передаче. Стандартный заводской вариант имел двигатель ВАЗ-21011 объемом 1294 кубических сантиметров, мощностью 85 лошадиных сил. Однако большая часть этих моделей уже в спортивных клубах комплектовалась двигателями ВАЗ-2106 объемом 1568 кубических сантиметров, и при умелом подходе с 1.6 литрового мотора снимали до 140 лошадиных сил, а скорость таких Estonia составляла свыше 200 км в час. Коробка передач и главная передача выполнены на базе агрегатов ЗАЗ-968 и предусмотрена возможность быстрой замены шестерен КПП для настройки автомобиля под конкретную трассу. Всего было изготовлено вплоть до прекращения производства в 1985 году 263 автомобиля этой модификации. В гонках они продолжали участвовать до 89-90 годов. В общей сложности гонщики, выступавшие на них, выиграли в чемпионатах СССР 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей. Сама масштабная модель Estonia 20 от Norma за годы производства особенным изменениям не подвергалась. На днище было указание цены 1 рубль 70 копеек, надпись Norma и Made in USSR. Цвета моделей были в основном синие, красные, оранжевые и желтые. Ранние модели имели более узкую планку крепления зеркала, которая устанавливалась на выступ, а зеркала более позднего периода уже вставлялись в прорезь в корпусе и были на более широкой планке. Более ранние широкие также подкрашивались серебрянкой для имитации зеркала. На самых ранних моделях на днище знак качества отсутствовал, затем появился, а на поздних моделях он опять пропадает оттуда. Указания цены на ранних моделях были на середине днища, а после сместились наверх. Самые поздние модели имели покрышки пластиковые. Резиновые покрышки присутствовали как на моделях с ранними признаками, так и с поздними. Коробок на эту модель известно два типа, отличающихся по дизайну. У поздней коробки в разное время выпуска менялась грань с техническими надписями. Цена на данную модель не сильно высокая и стартует от $3-4 за позднюю модель без коробки. Ранняя модель в хорошем состоянии и с коробочкой может по цене доходить до $30-40 на аукционах. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Надеюсь, было интересно и познавательно. Пока-пока.